Всем добрый день. В самом начале хотел бы остановиться, что на этой неделе в Вооруженных силах Донецкой Народной Республики прошли оперативно-тактические учения совместно с подразделениями МВД, МЧС и МГБ. И самая основная тематика, которая отрабатывалась, это ведение обороны. Если говорить по обстрелам, они продолжаются. Так, за минувшие сутки на Горловском направлении командиры 24-й, 54-й бригад военные преступники Гудзи, Майстренко вели обстрелы по районам 4 населенных пунктов. При этом было выпущено 55 мин калибром 120 мм. Активно применялись гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела Зайцева по улице Карбышева, 104, разрушен частный дом. В Горловке по улице Трубецкого одно домостроение получило повреждения. На Донецком направлении боевиками украинской оккупационной сил вели обстрел населенного пункта Докучаевск. Было выпущено 20 мин калибром 82 мм. Также активно применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении противник обстрелял район 2 населенных пунктов, при этом выпустив одну мину калибром 82 мм. Также при обстрелах участвовали гранатометы и стрелковое оружие. Всего за прошедшую неделю противник выпустил по территории республики 49 снарядов калибром 122 мм, 16 танковых снарядов и 615 мин калибром 120-82 мм. Это все не считая вооружения БМП. Это БМП-1, БМП-2, гранатометы и стрелковое оружие. Также зенитные установки. Это без них. Огневому воздействию подверглись районы более 20 населенных пунктов нашей республики. В результате обстрела повреждений получили более 30 жилых домов. К сожалению, за эту неделю среди местного населения есть жертвы. Украинскими террористами и убийцами было ранено 6 и убито 2 мирных граждан. По данным нашей разведки, город Краматорск, командование оккупационных сил с представителями СБУ провело сбор бизнесменов и воров в законе, владеющих большими финансами, а также занимающихся легализацией криминальных денег. В ходе встречи представители власти потребовали от данных лиц финансовых вливаний на восстановление инфраструктуры, которую командование ООС планирует уничтожить в ходе готовящегося в начале лета наступления на Донецк. Данное мероприятие имеет целью спровоцировать панику среди населения республик и спровоцировать бесконтрольную эвакуацию жителей прифронтовых районов. И второе. Начать боевые действия накануне или во время проведения чемпионата мира по футболу, чтобы спровоцировать массовую миграцию жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и гуманитарную катастрофу вообще на Донбассе. Важно отметить, что к единому пониманию в ходе встречи с бизнесменами украинские силовики не пришли. Никто не хочет вливать даже нечестно заработанные денежные средства, тем более речь идет о миллионах долларов. В этой связи наша разведка уже фиксирует отток из Украины финансов, на который рассчитывало преступное командование ООС. В наши руки попал отчет общественной организации «Спрут». Это финансовый документ о реальном ущербе, понесенном украинской армией в ходе вооруженной операции на Донбассе, а также в результате пожаров на военных складах Сватово и Балаклеи. Исходя из данных этого документа, украинские власти занизили свои официальные материальные потери более чем в 100 раз. А это значит, что командование Вооруженных сил Украины занизило количество уничтоженных артиллерийских систем, танков, боевых машин, автомобилей и специальной техники. Например, остаточная стоимость. Самолет-вертолет составляет от 11 до 45 миллионов гривен. Танк Т-64 – 7 миллионов гривен. Стоимость БМП – 5 миллионов. Автомобили Урал или КАМАЗ примерно 350 тысяч гривен. Примерно делим поровну сумму потерь, а затем их делим на стоимость военной техники. Поэтому, грубо по счету, каратели Вооруженных сил Украины Национальной гвардии потеряли не менее 50 танков, не менее 80 боевых машин, не менее 1000 единиц автомобильной и специальной техники. Количество авиационной техники известно 11 единиц. Данные цифры говорят о том, что украинцам данная война обходится очень дорого и приводит их к обнищанию. Все тяготы восполнения материального ущерба лежат исключительно на плечах простого украинского народа, который жертвует собой в то время, когда Порошенко и его ближайшее окружение пилит кредитные деньги МФФ и жирует от прибыли на войне. Кстати, теперь эти затраты хотят аккуратно переложить на украинских бизнесменов. Преступная беспечность, коррупция и хищение в украинской армии продолжают приводить к новым неслучайным чрезвычайным происшествиям в зоне операции оккупационных сил, из-за чего страдает прежде всего мирное население. Тому пример сегодняшнего возгорания
или умышленный поджог складов ракетно-артиллерийского вооружения на окраине населенного пункта Правдовка, который украинская сторона пытается выдать за обстрел с нашей стороны. Известно, что из-за происшествия на складах население в срочном порядке покидает поселок. При этом украинские власти и командование эвакуацией своих граждан не занимаются. Данный факт не что иное, как очередная попытка разгильдяев из командования Вооруженных сил Украины списать на нас свою преступную халатность или скрыть факт хищения боеприпасов для их последующего сбыта на территории Украины. Массовые проверки и инспекции складов в зоне ООС не привели к порядку. Склады как горели, так и горят на территории Украины. И за это ответственность никто не несет. Важно отметить, что жители населенных пунктов, на территории которых располагаются военные склады Вооруженных сил Украины, уже не раз выходили на акции протестов с требованием к оккупантам вывести свои склады за пределы поселков и городов. Однако их требований никто не слышит. А сами акции чаще подавляются силовым путем. В этом суть действующей украинской власти. По имеющимся данным, в результате пожара на складах группировки «Восток» уничтожено несколько вагонов снарядов, ракет КРСЗО и зенитным комплексом. Радиус разлета реактивных снарядов составлял до 3 километров. Мирные жители снова стали заложниками преступной халатности и коррупции украинских боевиков. Хотелось бы отметить, что противопожарные правила нарушаются не только в Луганске при подготовке к параду, вы помните этот случай, но и в Правдовке, Донецкой области Украины. Слушаю вопрос. Большое спасибо, до свидания.